Всем привет, вы смотрите канал Custom Mod, и у нас сегодня очередной корпус на обзоре. Это Flex объемом 6,1 литра. У нас уже были видео о корпусах Flex, вот об этом корпусе, который объемом 4 литра, потом были 4,5. Также был ролик на канале Кедр, где мы взяли такой вот корпус и запихали туда 1070 гигабайт. Процессор помощнее, и все это дело тестировали. Кто не видел, ссылочки на все эти ролики будут под этим видео. Ну а сегодня я вам расскажу, зачем же я сделал чуть больший корпус. В чем была необходимость и для какого железа этот корпус был сделан и так далее. Итак, после того, как я начал делать корпуса Flex, ко мне обратились некоторые люди, заказчики, и сказали: а мы хотим туда поставить видеокарту 1080 Ti. И вы подумаете: ого, это, наверное, какая-то большая видеокарта. Но нет, Zotac делают видеокарту, наверное, самую маленькую в мире, GTX 1080 Ti. И эта видеокарточка довольно-таки маленькая. Под эту карточку и был сделан данный корпус. И также некоторые из этих людей, заказчиков, просили меня сделать корпус немного шире, чтобы туда можно было установить кулер побольше на процессор. Например, тот же C7 или боксовый вариант. Так появился корпус объемом 6,1 литра. Я увеличил ширину, теперь она составляет 120 мм. И, собственно, высота осталась такой же, 225 мм. Длина этого корпуса такая же, как и высота, 225 мм. Этот корпус, который здесь у меня сейчас стоит, он, как вы видите, в белом цвете, и он полностью из алюминия. Чуть позже я планирую делать корпуса с остальной рамой. Это несколько удешевит сам корпус и сделает его еще прочнее. Минусом, конечно, послужит то, что это будет добавочный вес, но я думаю, это будет не сильный плюс в весе, может быть плюс 100, плюс 200 грамм. Итак, белый цвет на самом деле это специфический цвет, и мы красим в него только если клиент сильно просит. Так обычно они у нас все черного цвета. Это порошковая краска, она очень стойкая, и здесь не нужно бояться за то, что там вы его поцарапаете, если будете транспортировать. Вес этого корпуса составляет каких-то 4 килограмма вместе со всеми комплектующими. А без комплектующих, конечно, корпус чуть более кило весит. И я знаю, как вы не любите внешние блоки питания, поэтому здесь внутренний блок питания. То есть все, что нужно, уже внутри. Просто воткнули в розетку, подрубили монитор, мышь, клаву, и вы прям супер топ-геймер, который играет дома. И вот такой маленький компьютер, который будет удивлять ваших знакомых, близких, друзей, которые придут к вам в гости. Что можно сказать о шуме и о пыли? Конечно, когда этот компьютер будет под нагрузкой, от него будет идти какой-то шум. Но, собственно, как и от всех мини-компьютеров, как и от игровых ноутбуков, все это шумит, потому что нужно как-то это дело охлаждать. И не получится сделать супер тихий и супер маленький компьютер, это вы должны понимать. Однако в простое от него шума практически нету. Что мешает, ребят, вам купить фильтр самоклейки G1, который уже есть в наличии во многих магазинах, как в Украине, в России, в других странах. И, собственно, наклеить его внутри, и все. И пыли у вас внутри не будет. Также вы можете купить какие-то фильтры там с AliExpress, но не магнитные. Ребят, он алюминиевый, и к алюминию, естественно, ничего не магнитится, никакие фильтры магнитные. Поэтому магнитные фильтры, конечно, не вариант. Что касается температуры, в этом корпусе нет корпусных вентиляторов. И многим кажется, что если нет корпусных вентиляторов, то прям все будет гореть и дымиться. На самом деле мы делали такой вот корпус объемом 6,6 литра, он чуть выше был. И сверху я ставил несколько вентиляторов от Noctua. И знаете, особо это не помогало. То есть, что есть и вентиляторы, что их нет, никак на температуру это особо не сказывается. И как вы увидите сейчас дальше, температуры в этом корпусе не превышали 70 градусов. Хотя здесь стоит довольно мощная видеокарта GTX 1080.
Также многие думают, что серверный блок питания Flex, он очень шумный, поскольку там стоит такой вентилятор шумный. Да, на самом деле так оно и есть, он шумный, но если мы меняем вентилятор на ту же Noctua, то все, шума вообще никакого нет от блока питания, даже под нагрузкой. В данном корпусе, как вы возможно заметили, есть USB разъем спереди 3.0 и собственно это DOP. То есть, если вы хотите прям супер дешевый корпус, то вы можете не заказывать себе этот разъем и сэкономите каких-то $10. Кнопка включения у нас находится сзади, вот она такая маленькая, но при желании ее можно разместить и за место этого USB разъема спереди, либо рядом с ним, и это никак не повлияет на стоимость. Также в комплекте к этому корпусу идет уже Razer шлейф, он уже включен в стоимость. Но если у вас есть какой-то Razer шлейф, то вы можете заказать и без него, и корпус станет еще дешевле. А теперь давайте я покажу, что же внутри этого компьютера. Итак, здесь у нас материнская плата от MSI H110i Pro, процессор 6600K i5, две планочки памяти J.Skill по 8 гигабайт каждая. Процессор у нас будет охлаждать японский кулер Kazuti. Как мы видим, здесь внутри есть вентилятор. Видеокарта у нас от Zotac. Это GTX 1080. Два накопителя 2,5 дюйма. Для подключения видеокарты к материнской плате нам понадобится Razer шлейф. И вот такие Razer шлейфы делают специально для нас. Компания Li-Hate. В качестве источника питания в этом корпусе нам будет служить Seasonic блок питания на 350 Вт. И да, кто-то может подумать, что это как-то мало для 1080 GTX. Но сейчас вы увидите, что не все так плохо. И данный блок питания вполне себе справляется. Здесь мы заменили вентилятор, как вы видите, на Noctua. И, собственно, сам блок питания покрасили в черный цвет. Сделали к нему специальные кабели, которые вот более короткие, но сейчас вы увидите, как они смотрятся в корпусе. Ну а сейчас давайте я принесу сюда монитор, мы это все дело подключим и посмотрим, что же будет под нагрузкой, какой будет шум, какие будут температуры и так далее. Итак, значит, я все подключил, монитор, у нас есть ваттметр, через который подключен наш системник. И, собственно, тестировать этот компьютер я буду программой 3D Mark, поскольку я уже немного погонял его и понял, что даже современные игры, они не грузят так сильно компьютер, как 3D Mark. Итак, видим, что в самых пиковых значениях температура графического процессора не превышала у нас 66 градусов. При нагрузке, полной нагрузке процессора, температура его была 62 градуса. И хотелось бы теперь еще сказать пару слов о корпусе, о том, какие можно дополнительные плюшки получить, если заказываете этот корпус. Во-первых, если вы увлекаетесь моддингом, и этот корпус будет где-то на виду стоять у вас, вы можете дозаказать крышки с окнами. Вот так это будет выглядеть, то есть алюминиевая рамка и в ней встроено окно. Могут быть такие с двух сторон или с какой-то одной стороны. Это могут быть дополнительные крышки к корпусу, либо же заменять основные крышки. То есть все зависит от вашего «хочу» и от вашего бюджета, конечно. И также к этому корпусу мы предлагаем еще дозаказать за каких-то плюс 10 баксов специальные алюминиевые ножки с резиночками под низом. Очень крутые. Но, собственно, если вы не хотите тратиться на ножки специально, вы можете просто
их не заказывать и получите в комплекте обычные резиновые ножки, которые также будут прикручиваться. А эти ножки могут быть как черного, серебристого, так и золотистого цвета. И также, как вы заметили, сюда можно установить накопители внизу, вот прям 2 терабайтный прям жесткий диск, или даже на 4 терабайта сюда влезет, 2 влезет даже, и еще спереди. Хотя вот спереди есть место, но я не рекомендую с такими вот горячими видеокартами устанавливать туда жесткий диск, поскольку тепло все-таки будет на него попадать, и он может недолго работать, может плохо работать и может, в общем, даже выйти из строя. Поэтому вот 2 места внизу это прям идеально для жестких дисков. Ну а то спереди имеет место быть, если у вас, допустим, просто 1050 Ti вот, или там 1060 максимум, то да, можете спереди ставить. Даже 2 можете поставить. Есть специальные крепления. На этом вроде как все, что я хотел бы рассказать о этом корпусе, показать его вам. В принципе, долгое время уже делаем этот корпус, но я не снимал ролик, поскольку у меня не было просто железа подходящего, чтобы вам показать сразу тесты, как вы любите. Поскольку вот в прошлых роликах этого не хватало, вы писали, что, мол, да, ты показал крутой корпус, а где же тесты? Здесь, в общем-то, все. И тесты, и корпус, и железо, и все, что хотел, все рассказал. Подписывайтесь на наши группы ВКонтакте, Фейсбуке. Не забывайте про Телеграм, Твиттер, Инстаграм. В общем, туча всего. Там новости появляются вперед, какие-то фоточки, какие-то коротенькие ролики. Также оставляйте ваши комментарии, что вы думаете по этому корпусу, по железу. И на этом всем пока. Спасибо за просмотр. И подписывайтесь на этот канал.